Приветствую всех зрителей канала «В путь-дорогу». Меня зовут Лябин Валерий. Сегодня 14 января, и я в Стамбуле. Прямо сейчас я направляюсь на север Стамбула, самую северную его часть. Поселок называется Румели. Там расположен маяк и старая артиллерийская батарея. Заброшенная такая крепость. Прекраснейшие виды оттуда открываются. Даже, я читал, молодожены Стамбула ездят туда устраивать фотосессии. Понимаете, что место наверняка красивое. Сначала из центра, вот с площади Султан Ахмед, буду ехать до зеленой ветки метро на трамвае. Потом пересяду на зеленую ветку и еду до конечной станции метро. Там пересаживаюсь на 150-й автобус и еду опять же до конечной. Понимаете, путь не близкий. Google карты пишут о том, что путь мой займет 2 часа минимум. Предлагаю поехать вместе со мной. На обратном пути, вот едя на автобусе 150-м, планирую заехать в деревеньку, которая называется Гарипче. Там еще одна заброшенная крепость с видом уже на Босфор. В этом месте в древние времена, во времена аргонавтов, жил царь Финей, которого кушали гарпии. И от этих гарпий ему помогли аргонавты. А он указал им, как пройти Симплигады. Они располагались здесь, в проливе Босфор. Площадь Султан Ахмед, по которой мы сейчас проходим, это бывший ипподром города Константинополя. Центральная его часть как раз беговая, все остальное застроено зданиями. Мы ее пересекаем вот вдоль колонн для того, чтобы выйти на трамвайную остановку, трамвай номер 1, на котором мы поедем до метро. Вся история, вся старина Стамбула и Константинополя находится здесь, в районе Фатих, за старыми городскими стенами Константинополя. Вот она, Айя София. Доберемся и до нее, но позже. Приобрести Istanbul Card для проезда на общественном транспорте, для дешевого проезда, потому что в 2 раза дешевле как минимум получается. Не говоря уже, если вы пересаживаетесь, каждая поездка становится все дешевле и дешевле. Вот приобрести ее в центре Стамбула оказалось большой проблемой. Практически нет автоматов, которые ее продают. Пришлось купить ее в киоске, на примере наших Союзпечати. Сейчас она стоит 15 лир. Смогу вам точно сказать, сколько стоит первая поездка по Istanbul Card. 5,48. Остаток 11,78 на моей карте. А вот пополнять карточку Istanbul Card можно в любом киоске. Но ларечки не принимают монеты. Only банкнот. Все, это наш трамвай, едем. Главная сложность в получении Istanbul карты — это ее приобретение. Если вы ее приобрели, активировать ее очень просто. Для этого у нас в России вы можете скачать специальную программку на Play Market. Она так и называется — активация Istanbul карта. Все, вводите туда свои паспортные данные, можете даже не вводить свой телефон, если он у вас здесь на территории Турции не активен. И все. Если выскочила зеленая галочка, карта активирована. Можете идти и смело ее пополнять. К ней нужно будет еще привязать хэш-код, но он у всех российских граждан, которые приехали в Турцию, есть. Просто надо ввести буквенно-циферное обозначение. Все, я выхожу. Ближайшая к трамвайной остановке станция метро. Не знаю, как произносить ее правильно. Это вот по зеленой ветке, на которой мы сейчас сядем и поедем. На Черноморском побережье Стамбула
находится средневековый генуэзский замок. Румели-Фенери в переводе с турецкого языка обозначает «маяк греческой земли». Деревня названа в честь действующего исторического маяка, который находится возле входа в Босфор. Выходим из метро по указателям на автобус. Румели или Румелия – бывшее европейское название турецких земель. Поднимайтесь на автовокзал, там стоит накопитель, там все маршруты. Выбираете нужный вам, мне 150-й, и прямо на конечной в кольце я сел. Частично наш маршрут пролегает вдоль пролива, и виды завораживают. Далеко не все знают, что здесь в начале или в конце пролива, смотря с какой стороны смотреть, расположена большая крепость, доступ к которой открыт. Она практически забыта, хотя и является уникальным памятником истории. Ну вот, мы наконец, спустя где-то час и 45 минут добрались до замка, который вы видите. Ну, минут 5 еще пешком до него надо тут по холмам идти. Пойдемте. Здесь такой вот небольшой пляжик, он ужасно грязный. Но, наверное, не потому, что здесь люди ссорят, а потому что волны выносят на берег всякий мусор. Напомню, это уже Черное море. А вон пароход на заднем плане, он как раз входит в Босфор. Фактически, эта крепость была построена, а потом турками укреплена, и в ней были прорезаны артиллерийские бойницы именно для контроля входа в пролив. Здесь вон на волнорезах прям колонии чаек, они такие крупные. И какие-то там еще птицы. А вот и Румелийский маяк. Мы потом по городку погуляем тоже. Здесь на пляже очень много ракушек. Есть даже в большом количестве панцири атропанов. И даже вот поднимая, я пару живых нашел. То есть... Но эти вот пустые, живые редко попадаются. Вообще тут мне очень нравится. Потрясающее место. С точки зрения природы. Во времена греков здесь находился пантеон. И в нем всегда горел огонь, выполняя функцию маяка. А римляне установили высокую колонну в честь Помпея. Теперь огонь освещал пролив с вершины античной колонны. Кто бы ни владел этими землями, вход в пролив подсвечивался всегда. Современный маяк был построен французами для французских и британских кораблей, заходивших в пролив во время Крымской войны. Помните, наверное, оборону Севастополя. Он расположен на холме высотой 58 метров. Белая башня маяка еще плюс 30 метров. Это самый высокий маяк в Турции. Первоначально фонарь маяка зажигали керосином. Сегодня источником света является электричество. Маяк виден с расстояния 33 километра. Какой-то капонир. Скорее всего, пушка здесь стояла. Направление есть на Босфор. Вход такой. О, подземные даже казематы имеются. И этот такой заброшенный капонир не один. Как позже выяснил, это капониры и пулеметные гнезда Первой мировой войны. Турки выступили на стороне Германии. Крепость была модернизирована. За стенами установили мощные артиллерийские орудия. Как военный объект использовался вплоть до начала 60-х годов. До 1985 года крепость была закрытой военной зоной, поэтому проникнуть в нее посторонним было невозможно. Военная часть рядом и сейчас. Это, видимо, пункт наблюдения и корректировки огня. Он выше всего расположен. А к стальной арматуре, скорее всего, крепилась маскировка. Первые же упоминания о крепости Румели-Фенери обнаружены в документах 1183 года. Входная группа арочного типа находится на юго-западной стене. Если рассматривать план цитадели, то она представляет собой прямоугольник, скошенный с углов. А юго-восточная и северо-восточные стены увенчаны башнями восьмиугольной формы. Левая башня здорово перестроена, а вот до 21 века
практически в первозданном виде сохранилась восточная башня, в которой имеются два входа. Первый ведет в куполообразное пространство на первом этаже, а второй к каменной лестнице на стену. По стенам здесь лазить достаточно страшновато. Конструкция очень шаткая, и многих камней в ступеньках уже нет. Поэтому оступиться и загреметь очень легко. Ну вот сами видите, да? Вот еще одна лестница на другую сторону. Тут даже, кстати, получше. Но тут нету хода. Он разрушен весь. Ну, а я иду в башню в эту. Ага, вот на стену ход. На второй этаж. Я не знаю, как туда подняться, наверное, никак. А вот на стену ход есть. Вах, вах, вах. Вах, вах, вах. Какие виды, а? Какие виды. Какая красота. Внутреннее пространство поделено на два уровня – верхний и нижний. Под главным двором располагается цистерна с водой, войти в которую можно только со стороны нижнего двора. За свою длительную историю крепость повидала немало морских сражений. Самое большое из них произошло в XIV столетии. В битве между Генуей и венецианцами принимали участие свыше 60 галер. Потери были огромными у обоих противников, но победили генуэзцы, что позволило им обрести огромную власть на Босфоре и Черном море и заставить венецианцев подписать кабальный документ, который устанавливал порядок вхождения кораблей в местные воды. По итогу флот Византии не имел права входить в Черное море, поэтому генуэзцы захватили все удобные гавани Черноморья. Сначала я думал, что полицейские приехали по мою душу, а оказывается, они здесь тоже на экскурсии. Приехали на мотиках, так интересно. Условия договора действовали вплоть до 1453 года, когда Константинополь перешел во власть османских воинов, а вместе с ними и крепость. Генуэзцы были союзниками Византии и потеряли все. Турки активно перестраивали цитадель, усовершенствовали ее, приспосабливая для артиллерийских нужд. Опа, как тут нехорошо. Ух ты, еще выше даже. Однако, что-то страшно мне. Кстати, здесь, внизу крепости, у моря, обнаружил природную Пемзу. Периодическое возмущение общественности, требующей сохранения памятника инженерного искусства, находит отклик у чиновников, которые ежегодно проводят тендер на передачу этого замка в частные руки.
на условиях полной реставрации за счет инвестора. Так что спешите его посетить, пока это бесплатно. Считаю, что своим лазаньем по побережью и по крепости заслужил хороший обед в рыбном ресторане. Вот сейчас в городок этот Румелу я направляюсь, чтобы пообедать. Хотя чего в него направляться, я в нем. Это здесь, видимо, была когда-то колонка. Лимончики поспели. И даже кумкват. Целый маленький флот здесь. Это название этого ресторана. По-русски, конечно же, в этом рыбном ресторане не говорят. Договорились с хозяином через Google Translator. Выбрали какую-то черноморскую большую рыбу, а одну на двоих с товарищем. Обещали, что это будет стоить порядка 380 турецких лир. Я понимаю, что это дорого, но что-то у меня сегодня есть настроение. Летом работает вот такая веранда с прекрасным видом на Босфор. Но сейчас зима, поэтому столиков здесь нет. Вход в кафе слева от Румелийского маяка. Есть еще верхняя терраса, но она тоже летняя. Подача в этом ресторане просто превосходна. Сейчас я это попробую. Лимончиком вот только сбрызну. Это будет правильно. Чувствую, что-то не хватает лимончика. Подкрепившись в рыбном ресторане, стою уже на автобусной остановке. Жду того же 150-го автобуса, чтобы доехать до населенного пункта Гарипче. Это я вот рассказывал, откуда царь Финей. И там еще крепость на берегу Босфора. Будем смотреть. В наблюдательной крепости наверху, в горах, видели корабли, входившие в Босфор. Подавали сигнал, и таможенники готовились к работе. На входе в Босфор взимали десятину с каждого товара, прибывавшего в Византий, а позже в Константинополь с севера. Сохранившейся крепости чуть более 550 лет, но построена она на месте еще более древней. Избежать досмотра и оплаты груза было невозможно, а традиция взимания десятины началась в этих краях задолго до нашей эры. Причем в Дарданеллах, если торговцы шли дальше на юг, их ждали очередные поборы в виде десятины. И поделать с этим было ничего нельзя, только завоевать эти земли. Здесь расположен вход в подземную часть крепости древних таможенников. За владение ею сражались и венецианцы с генуэзцами, и византийцы с османами. Так, тут, пожалуй, нужен фонарик. Сейчас я его включу. Потрясающая крепость. Ух ты! Вот это да! Металлическое основание для пушки. Муниципальная служба города начала масштабную работу по очистке и приведению в порядок территории крепости. Из крепости было вывезено несколько грузовиков мусора, чтобы освободить пространство для реставрационных работ, которые начнутся в ближайшее время. Крепость большая и неплохо сохранившаяся. Хочу повториться.
Спешите, пока бесплатно. Прям такие казематы, а? Куда деваться? Вот если та крепость была снаружи, то это вся как бы под водой. То есть под водой, под землей. Под водой, это потому что даже не выйти наружу. Ну что здесь затопило. Но выйти необходимо. Придется вылазить через окно. Так, а это все ведь. Это ведь все. О! Есть еще ниже этаж. Какая прелесть. Что-то тут разложившаяся субстанция какая-то. Вот. Еще ниже. Опа. А это, походу, дела тюрьма. Так, а что, ничего не видно? Ничего не видно, что ли? Плохо видно все. Ну тут прям гостиница для бомжей. Здесь даже тепло. Ну, в общем, казематы классные, но в это маленькое окошечко можно мне пролезть только на коленях. Я не счел для себя это возможным, потому что, ну, я убью штаны, они у меня одни. Так что наружу я не попаду. Все, выходим отсюда. Блядь. Не очень ровный пол. Ура, я вижу свет. Пожалуй, это была лучшая вылазка за все то время, пока я нахожусь в Турции. Дворцы это, конечно, хорошо, но вот так выехать на природу и полазить по развалинам дорогого стоит. Нахожусь на остановке Гарипчи, и сейчас все отматываем просто в обратном направлении. Автобус, метро, трамвай, дом, отель. С заездом в торговый центр покушать купить. Поэтому на этом буду с вами, друзья, прощаться. Подписывайтесь на канал «В путь-дорогу», ставьте лайки, ибо это позволяет YouTube чаще показывать это видео другим. Может быть, еще кому-то зайдет, кроме вас. Особенно буду благодарен, если вы репостните это видео в своих соцсетях. До новых встреч, друзья. Чао!